Одну бутылку с водой здесь забыла. Вот так водичка выглядит здесь. Без отопления. И тут даже есть вода, не полностью замерзла. А может, это сейчас растаяло. Уже полчасика печка горит. Так. Сейчас попробую вот такую огромную дровяняку засунуть. Уместится? Нет? Так. Зато это абрикоса. И она будет очень долго гореть. Это не топорь. Это плотная древесина. О, вроде как получается. Отлично. Отлично. Вот ее хватит надолго. Прям надолго хватит. Открываем зольник. И пускай разгорается. Дрова, в общем-то, кончаются. Осталось совсем чуть-чуть. Суп-пюре. Здесь у нас тыква, картошка, луковица, чеснок. Все это будет сейчас вариться. Эту замороженную воду сейчас и налью. Говорят, замороженная вода обладает полезными свойствами. Ну и все, пускай наши овощи долго варятся до полного разваривания. А я буду наблюдать пока за птичками. Ну что, овощи кипят, можно их посолить.
Итак, снова поговорим о еде. После того, как в 79-м выпуске из избушки я озвучила свои мысли по поводу избавления от лишнего веса, мне стали регулярно поступать комментарии в духе: да с такими порциями, с такой едой ты никогда не похудеешь. И теперь я хочу дополнить информацию. В избушке я не худею. Я худею только дома. Когда я в избушке, в походе, в гостях, я не худею. Для похудения у меня есть пребывание дома. Именно там, в привычной обстановке, мне легче всего придерживаться распорядка. И результаты уже есть. За 10 дней я похудела на 1 килограмм. Я не хочу терять быстро вес. 1,5-2 килограмма в месяц – это просто отличный результат. Более того, как я говорила в 79-м выпуске, я сократила свои порции в 2 раза. Теперь нужно не просто так какое-то время попитаться в 2 раза меньше, а закрепить эту привычку питаться именно такими порциями. Помимо того, что я сократила порции, я начала ходить каждый день, иногда через день, по 4, 5, 6 километров. Во-первых, такие пешие прогулки улучшают настроение, бодрят, ну и, конечно же, способствуют потере лишнего веса. Итак, к лету план: избавиться от 5 килограмм. На данный момент уже избавилась от 1. Ну и все. Овощной суп-пюре с сухариками и вареным мясом готов. Снимаем пробу. И это вкусно, ребята. И главное, очень полезно. Сухарики и мясо, кусочки украшают очень блюдо. Шикарно. Я, честно говоря, не ожидала сама, что настолько вкусно-то получится. Первый раз такое готовлю на самом деле. Я всегда, когда в избушку иду, изобретаю новые блюда. Ну, не всегда, но часто. Что-нибудь этакое. Так вкусно. Я и дома буду такое готовить. У нас очень много тыквы дома. И, допустим, в сладком варианте каши там готовить, это не очень прикольно. А вот суп-пюре с тыквой, с картошкой, супер. Очень вкусно. Сейчас ложку проглочу. Ну и все. Всем приятного аппетита. Я трапезничаю, пока камеру включаю. Кстати, на улице идет мелкий снежок. Такой мелкий-мелкий. И так все засыпано. И еще снежок продолжает идти. Но при этом около нулевая температура. И в итоге снег очень мокрый, тяжелый. Все проседает под ним. Это опасная погода для коммунальщиков, для линии электропередач. То есть все это может рваться, ломаться, падать деревья. Но именно в избушке это красота. Это снежная красота, снежная сказка.
Ну и чай с конфеткой, желейкой. Мои любимые конфетки на данный момент. Чай вам чай. Вот как я пришла, насыпала синицам корма. Наверное, часа 2-2,5 назад это было. Вот они все это время там дербанят. Ну как, они поедят, улетят тихо. Опять прилетят, опять дербанят. Ну, я все в окошко смотрю. Да, вот на это дерево надо, наверное, просто на эту кормушку, которая сейчас. Потому что я не знаю, когда у меня руки дойдут там что-то нормальное делать. Наверное, временно пока перевесить. Временное, которое может стать постоянным. Хорошо. Кстати, бревно это абрикосовое, трудно горит. Но зато надолго хватит. Горит потихонечку. Но между тем все приготовила. Чай нагрела. Так что тепло, сижу без кофты. В смысле, без этой теплой. В свитере, конечно. Хорошо. Хочу сегодня немножко стену поплести. А то я давно плела и так и не доплела. И все мне как-то то неохота, то некогда. И заодно покажу всем желающим. Там несколько женщин мне спросили, а покажи, как конкретно плести, а то я там на ускоренном показывала. Сейчас медленно покажу. Тут внизу надо будет заплести, но внизу нужна ветка нижняя. Ее сейчас нет, и по снегу я ее добывать не буду. Поэтому доплету просто вот участочек вверху. С осокой работать строго в перчатках, потому что осока очень сильно режет руки, просто моментально. Раз, и руки порезаны. Ну, немножко насорю, без этого никак. Берем пучочек. Вначале всегда приспосабливаешься. Первые там несколько делаешь, чтобы прочувствовать. А потом уже вяжешь активно. Сейчас я немножко начну. А потом буду вам показывать вблизи. На естественной скорости процесс медленный. А когда ускоряешь, конечно, выглядит как супер-пупер действие. Быстрое и ловкое. Ну, в принципе, оно и ловкое даже в медленном виде. Достаточно. Когда наловчишься, соответственно. Так, сейчас эту доплету. И на следующий уже буду показывать вблизи. Вверху так тепло. Здорово. Все-таки печка. Это очень круто. На улице зима, а внутри как минимум комфортное лето. Ну, для начала небольшое вводное объяснение. Когда плетешь циновку, всегда нужно внизу какая-то опора, веточка, к чему крепишь, и вверху. То есть две ветки, ну или каких-то других прочных, можно из того же камыша сделать. К ним вяжутся веревочки. Вяжется, сверху привязывается, здесь пропускается, закрепляется, и конец достаточно длинный остается, чтобы плести уже дальше. Ну вот можно сказать, как вот здесь оно. Будем считать, что это веточка. Вот тут привязана веревочка. И сейчас вот этот участочек будем плести. В принципе, плести можно не только с осоки. Можно плести практически с любой травы. И вот показываю. Медленно продеваем. Да, освещения недостаточно. Так,
Освещение отсюда. Пустим сейчас. Так, показываю медленно. Веревочку завожу за веревочку вот эту, провожу. В общем-то, петелька. Тут я не знаю, как по-другому еще можно сделать. Я, честно говоря, ни у кого не смотрела, как это плести. Вот мне как в голову пришло. То есть вот завожу, пропускаю. Всегда на синтетических веревочках делаю 2 узла, иначе оно не держит. На АХБ, может быть, и 1 узла хватило бы. Вот раз. Протягиваю. То есть веревка вот эта идет за нее, за этот шнур. Сюда. И затягивается. Потом, когда сплетешь кучу этих циновок, делаешь это автоматически и очень быстро. Плести реально можно с разной травы, даже с каких-нибудь там цветов, пижмы той же. Еще один нюанс, когда шнур становится коротким, мы его просто довязываем. Наматываю несколько оборотов, 4-5 оборота, и делаю обычный узел. Завязываю, его достаточно. Оп, все, стянула. Удлинила наш шнур. И смотрите, тут еще такой нюанс. Выравниваем более-менее пучочек. Прикладываем. И тут смотрите, когда крайняя идет, когда идет первое привязывание рядом с веткой, которая тоже крепится, вот можно еще притягивать вокруг, обводить шнур, чтобы циновочка к стене прям притягивалась. Поэтому нужны как горизонтальные, так и вертикальные. Тогда более аккуратно получается. Хотя можно и без вертикальных обходиться, конечно. Но я стала делать, потому как получается намного аккуратней. Сейчас еще один шнур удлиним. Вот еще у меня тут один короткий. Тоже его удлиняем. Как говорится, ничего страшного, что в процессе приходится удлинять. Абсолютно в этом нет ничего страшного. Просто длинными слишком работать не очень удобно. Еще показываю. Медленно затягиваем. Ну и теперь уже остальное снимаю с издали с постепенным ускорением. Но вначале нужно привязать еще один шнур, я не заметила. Чтобы уже не останавливаясь. Ну и что? Погнали! Кстати, это ж банька висит тут подвязанная. Кто не видел, в предыдущем выпуске была тут внутри прям избы банька. Заходите, смотрите. Ну а теперь что, погнали? Погнали! Кстати, чем тоньше пучок, тем аккуратнее получается плетение, но и при этом более длительный процесс. А, еще момент. Чередуем пучки, разворачиваем. То одной стороной сюда крепим, другой, следующий ряд другой стороной. И так разворачиваем, чтобы более-менее была равномерная толщина. Кстати, стою, вверху очень-очень тепло. Прямо таки жарко.
Остатки убираем. Осока пригодится. Пригодится. А мусор, я его никогда не выкидываю. Я его вот так собираю. Который насыпался. И запихиваю в проемы под крышей. И все уходит. Ну вот. Еще один фрагмент. Осталось веревочки поотрезать. Ну, лишнюю веревочку отрезаем. Вся эта веревочка пригождается. Я ничего не выкидываю, не выбрасываю. Так, отлично. А просто вот тут подвешиваю где-нибудь под потолком, а потом использую. Вот кусочек стены заделал. Снова погуляла по улице, поснимала красоту. Признаться, я прямо-таки восхищение от этой зимы. На редкость красивая зима. Все время идет снег. Ну, не все время, а периодически. Но это уже какой, наверное, 5-й снегопад за эту зиму. А зима-то еще не закончилась. И спасибо всем, кто ответил на мой вопрос, нужна ли болтология в роликах. Как выяснилось, многим она по душе, и прям вы хотите слышать какие-то мои мысли, какое-то мое мнение, озвученное по каким-то вопросам. И сегодня я хочу поговорить о страхах. Дело в том, что мне довольно часто пишут такие комментарии в духе «А не страшно тебе одной?». И сейчас я хочу обозначить пропасть восприятия моего и тех, кто говорит «А не боишься ли ты одна?». Дело в том, что для меня поход в лес, одиночный поход в лес, вообще там страха никакого нет. Просто вообще никакого. Для меня это привычное, практически обыденное дело. Но обыденное не в таком плане, что вот как дома быт, он обыденный и настолько надоедает, что не хочется им заниматься. А обыденный, что ты знаешь, как что делать. Ты чувствуешь уверенность, для тебя это привычно. Ты идешь в лес практически как к себе домой, особенно если в знакомое место. Конечно, все меняется, когда ты идешь в незнакомое место. Там уже и внимание все время усилено, потому как незнакомое место, незнакомые животные, незнакомые там какие-то сложности, опасности, и там следишь за всем. А если идешь в знакомое место, особенно вот в эту избушку, тут вообще никаких переживаний, просто вот вообще никаких. Мне нравится быть одной в лесу. Совершенно не пугают звуки диких животных, учитывая, что пока что я ходила по местности, где не водятся медведи, не водятся там тигры, какие-то опасные животные. Да, водятся волки-шакалы. И да, я даже выходила на логово на логово волков. Но я видела только маленьких волчат,
К сожалению, я тогда побоялась снимать, быстро оттуда ушла. Хотя сейчас я бы обязательно бы сняла этих волчат. Это был уникальный шанс. Я понимаю, что, скорее всего, второй раз в моей жизни такого не произойдет, когда я вышла на логово волков. Вся эта деятельность блогерская на ютубе, на Дзене, все эти одиночные походы, они меня простимулировали и начать изучать животных. Именно животных, с которыми я могу столкнуться, изучать их повадки, изучать способы защиты, изучать, как нужно вести при встрече с такими животными. И знание – это сила, реально. Когда я начала узнавать, вот допустим, про волков, что я узнала? Что волк никогда не нападет на палатку. Если ты находишься в палатке или там в гамаке, даже под тентом, то волк на тебя уже не нападет. Для него это неизведанный, непонятный объект, на который инстинкт самосохранения его заставляет не нападать. Это очень опасный большой объект, непонятный. Особенно если ты там, человек спрятан в палатке, закрытый, он может тебя даже унюхать, но объект непонятен, огромный, что это, как это. И волк обойдет такой объект. Другое дело медведи. Медведи бывают любопытны, и они могут залезть в палатку. Но опять же, я не хожу по местности, где водятся медведи. И сколько я посмотрела роликов, почитала, нападают медведи крайне редко, крайне редко. Это отдельные медведи потапычи, которые нападают в крайних случаях. Как правило, медведь тоже старается обойти человека. Как помните, в одном из одиночных походов у меня было целых 3 встречи с кабанами. Кстати, вот эти 2 фильма про встречи с кабанами у меня опубликованы на канале, но они тоже как-то не были популярными, очень мало людей их посмотрели, что-то в районе 4-5 тысяч всего лишь. Хотя для меня это было нечто, это было вау, это был адреналин, это была мощь, когда к тебе выходит стадо кабанов, 10-20 особей. Первый раз стадо кабанов вышло, я была в своей хижине из веток плетеной, и сидела вечером, пила чаек и услышала грохот. Я не поняла, в чем дело. Ну, сразу прибрала вещи, которые валялись на улице, потому что я не знала, кто это. Весьма хладнокровно себя ощущала. В общем, подготовилась к встрече неведанных гостей. И потом спрятала за хлипкие стены своей хижины. И увидела, что к хижине подбегает стадо кабанов. Оно подбежало, это стадо кабанов, и почему-то остановилось именно у хижины. И долго они там ходили, паслись, дрались между собой, хрюкали, заглядывали в проем дверной, на меня там смотрели. Но я думаю, меня они не видели, потому что на улице, когда более-менее светло, а внутри, в хижине, все как в темноте полностью получается. И я достаточно хладнокровно их снимала, рука моя не дрогнула, так сказать. Хотя вначале прям такой адреналин мне в кровь попал, ух. И вот представьте, вечером ко мне к хижине подходят кабаны, а утром я возвращаюсь домой, и по дороге в хлипком леску, абсолютно с хлипкими тоненькими деревцами, я встречаю второе стадо кабанов. Вот это тоже адреналин, это вот был самый мощный адреналин там, потому как спрятаться мне было негде. И я рассчитывала только на плохое зрение кабанов и на их порядочность. И вначале кабаны мимо бежали, первая волна кабанов мимо пробежала, а потом следующий кабанчик один подошел довольно близко, начал пастись рядом, на меня смотреть. Я не шевелилась, я стояла, просто снимала, не шевелясь. И он так вообще хорошо меня воспринял, как дерево, наверное. Просто пасся рядом, потом все-таки я пошевелилась, и он убежал. Но самый опасный момент, когда кабан просто пер на меня. Большой кабанище идет. А мне отступать абсолютно некуда. А сзади в колючие кусты шиповник, там что-то еще было. И мне некуда отступать. А он на меня идет. Вот сюда не надо идти. Кучу. Кучу. Да не надо сюда идти. Стал смотрит. И
тут у меня в голове, откуда, я не знаю, возникли такие фразы. Уть, 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 я на него утькать начала. И палкой трекинговой тыкать. Он остановился, смотрел на меня. Что-то там думал, попытался еще пойти. Я на него опять уть, уть, уть. И в конце концов он передумал, развернулся и пошел по своим делам. И вот на удивление тоже вот эти фильмы как-то очень мало набрали просмотров, хотя для меня они просто вау. Это очень редкий случай. До этого я максимум видела кабанов с лодки, когда мы на сплаве там по Донцу Северскому сплавлялись, и с лодки я снимала кабанов, тоже стадо кабанов. И больше я никогда не видела стада кабанов. А, нет, еще один в одиночном походе с женской сумочкой, точно, тогда еще мимо стада кабанов пробежала, небольшое. Но вот так близко, так, чтобы на меня шли, такого не было никогда. Это были уникальные моменты. Да, был адреналин, но у меня нет страха парализующего. То есть я знаю, мне рассказывали там мои подруги, мои знакомые, есть у некоторых такие страхи, когда опасный момент, и они не могут ничего сделать. Они застывают, не могут ни пошевелиться, ни думать, ничего. То есть берите их горяченькими, делайте, что хотите, они не могут ничего, никак за себя даже постоять. У меня такого страха не бывает. Да, адреналин в кровь и максимальная готовность к каким-то действиям. Каким действиям, неизвестно. Само тело потом в ситуации начинает само что-то там придумывать на автомате, что-то делать. Все это быстро обрабатывается, и какие-то решения принимаются, и все это делается. Заранее не знаешь, как ты себя будешь вести. И вот у меня идет максимальная такая мобилизация внутренняя, когда какие-то ситуации опасные, и я готова с ними как-то справляться. То есть страхов у меня нет. У меня скорее любопытство, азарт, удовольствие. Да, и осторожность. Всегда осторожность. Я всегда максимально осторожная. Не такая, чтобы ой, а пойду, ой, утю-тю, кабанчики. Не-не-не, у меня такого нет. Я всегда очень осторожна. Но тема-то о страхах. Дело в том, что мне опять же пишут, как ты там, ну в основном женщины, как ты там одна, темнота, вот это страшно, в лесу. Вообще не боюсь темноты. Темнота воспринимается мною как самое, наверное, комфортное время суток. Особенно вот это на закате, когда в сумерки переходит лес. Это шикарное на самом деле время. Я его люблю. Это тишина. Или наоборот, птички там поют. Ну, оно такое затихает природа. Да, максимально вроде поют птички, но на самом деле весь день завершается. И это ощущается в энергетике даже леса. То есть темноты я не боюсь, мне она даже нравится. Я узнала уже звучание многих животных, как кричат лисы, там косули, еноты, и там воют шакалы. Я знаю эти звуки, и по звукам уже знаю, какое животное кричит, проходит мимо. Причем всегда, если проходит мимо косуля, она чует лагерь и начинает убегать с тявканьем громким. Лиса обычно тоже там начинает более усердно тявкать, когда чует мой лагерь. И все это интересно. Мне скорее интересно, чем страшно. И мне нравится все это снимать. У меня сразу азарт именно снимать. Мне хочется сразу включить камеру, записать либо звук, а если повезет, то и снять само животное. Обожаю, когда получается снять само животное. Но так было не всегда. Хотя мы все время ходили в походы, но в основном я ходила с Жекой в походы. И только когда я начала вести канал на ютубе, я стала практиковать одиночные походы. А до ютуба, до ютуба я пробовала сама, не в поход, а такая прогулочка в посадку вечером, когда уже стемнело. Почему-то я тогда пошла без очков, а зрение же плохое. Я зашла, и такие сумерки, я смотрю на деревья, и с моим зрением воображение рисовало, ну, буквально за каждым деревом по мужику, так сказать. Такие мурашки по спине. Вот тогда мне было страшно. Я развернулась и домой. Хотя люблю в сумерках ходить. Часто после тренировок в тренажерном зале я возвращалась домой именно по темноте полной. И мне очень нравилось идти по темноте. Часть пути шла по городу, потом по поселку, по железной дороге и по степи. Вот так я шла домой. И совершенно мне не было страшно, мне было интересно, мне было хорошо. Очень такое состояние медитативное, легкое такое. Ну, в общем, классное было состояние. Но страх во мне был тоже такой иррациональный страх темноты и какого-то нечто из этой темноты, которая может раз и напасть на меня.
Я боялась даже не каких-то конкретных опасностей, там, в виде человека какого-то, там, злодея, или там в виде животного, скорее все-таки рациональный страх. Скорее я боялась нечто, скрывающееся в темноте. Но в какой-то период жизни я решила с этим страхом поработать и справиться с ним. Как я это сделала? Немножечко мне помогла фраза из книг Кастанеды. Такой совет там автор давал. Когда ты боишься, веди себя так, как будто ты не боишься. На первый взгляд может кому-то показаться, что совет так себе совет, и он не рабочий, на самом деле рабочий. И вот когда у меня возникала именно страх темноты, то есть я выходила там, допустим, на улицу, темнота, и меня начинал охватывать этот иррациональный страх, я расслаблялась и начинала вести себя так, как будто я не боюсь. И это работает. Не знаю, у меня сработало. Но самым мощным исцелением от страха стал опыт моего первого одиночного похода с ночевкой. То есть до этого я еще как-то боялась вот этого леса в темноте, вот этих посадок, вот этих теней за деревьями непонятных. И вот этот первый мой поход, ну тогда я была совершенно неопытна именно в одиночных походах, и тем более в холодное время года. Я пошла довольно далеко, я, конечно, уже тогда обустраивала лагерь вдали от троп и дорог, и обустроила свой лагерь в очень уютном местечке, ложбиночке, так спряталась там, все, палаточку. И думаю, ну вот, все вечереет, когда там будет у меня страх. Оно начало вечереть, а лес такой тихий, спокойный, такой уютный, такой родной, такой естественный, как дома. И у меня не было вообще страха. Да, вот этот еще момент. В лесу, на природе, даже иррациональные страхи отступают. Вот они больше работают дома. А в лесу там какая-то другая энергетика. Она мощная, она сильная, и она к тебе равнодушная. Она сама по себе, и ты сам по себе. Она как бы сама по себе, она не злая, не добрая. Она просто есть. И ты вот это ощущаешь, и нет вообще никаких страхов. И вот пришла темнота, я одна в лесу, ночь. А страха не было вообще. Была тишина и было умиротворение. Вот какие ощущения у меня возникают в лесу, когда я одна. Не страх, а именно умиротворение, расслабление. Мне становится хорошо. И в ту ночь, в первый мой одиночный поход, было другое испытание. Кстати, не страхом, а холодом. У меня был плохой спальник, я как-то не очень хорошо оделась. А был мороз, не помню точно, то ли -8, то ли -10, что-то в таком духе. Я тогда замерзла. Кстати, замерзла настолько, что после вот того похода я более никогда не мерзла. Вот настолько. Уже дальше я всегда, если шла в поход, я всегда обеспечивала себе тепло. Любыми способами, но я его обеспечила. И больше после того похода я уже не мерзла. Мне хватило ровно одного опыта. Когда я замерзла, мне пришлось, только-только небо серело, мне настолько было холодно и настолько коченело в этой палатке, что мне пришлось вылезти, срочно разжигать костер, чтобы как-то согреваться. Иначе вот было уже опасно для здоровья. Но я справилась с тем походом, и это был прорыв, это было открытие. Я поняла, насколько мощные, классные ощущения в одиночном походе. И буквально я подсела на эти одиночные походы, потому что, когда ты идешь в поход с Жекой или еще с кем-то, то нет этих ощущений, нет этого единения с природой, нет вот этой глубины восприятия. Ты все время осознаешь рядом с собой другого человека, и как бы чистота восприятия исчезает. Все равно вот через этого человека еще дополнительно с этим человеком ты воспринимаешь. Ты все равно отвлекаешься на беседы, на мысли об этом человеке, еще о чем-то. Ну, то есть, когда ты одна, ты в себе, в природе, тебя ничто не отвлекает. Это максимальное восприятие идет. И это очень классно. Вот. И в итоге мне нравятся походы как с Жекой, да. Это классно, там свои плюсы, там ты чувствуешь вообще себя расслабленно, настолько расслабленно, что это даже иногда опасно, потому что ты меньше смотришь под ноги, меньше смотришь по сторонам. Хотя смотришь, да, но не так интенсивно, не так сосредоточенно,
как когда в одиночном походе. В одиночном походе все внимание твое настроено на сканирование местности, какой-то возможной опасности. Ты как бы и наслаждаешься, ты вроде как и расслаблена, но при этом ты все время готова к каким-то неожиданным моментам. Поэтому, ребята, когда вы меня спрашиваете, а не страшно ли мне? Мне страшно, мне хорошо, мне комфортно, мне уютно, мне приятно, мне интересно, мне любопытно. Хотя бывают такие моменты, когда адреналин в кровь впрыскивается в очень приличных дозах. Так впрыскивается, там весь организм в таком тонусе мгновенно. Кстати, адреналин часто впрыскивается, когда спишь в лесу, и какой-то звук, там, животное, треск ветки, что-либо. Сразу моментально просыпаешься, замираешь и слушаешь, что это было. Конечно, вот именно просыпаешься от адреналина. То есть любой этот звук тебя будет, ты моментально просыпаешься уже в такой боевой готовности, сонливость моментально вот проходит, сразу бодрый мозг, бодрое тело, готовое к движению, к принятию каких-то решений, к действиям. То есть тело готово к каким-то действиям мгновенным. Да, адреналин мощная вещь. И хотя я маниакально, я бы даже сказала, осторожно, просто маниакально, при этом мне все равно нравится вот чувствовать адреналин. Да, есть такое. Немножко я сбавила обороты, наверное, в поиске адреналина после того, как упала с водопада. И при этом падении, в общем-то, прощалась с собственной жизнью. И это был настолько колоссальный опыт, настолько переосмысление, там, нереальный опыт. Вот. И после этого опыта я стала еще более осторожной, просто максимально осторожной. Все-таки жить хочется, да, хочется жить. Ну вот такой разговор на сегодня. Поговорили о страхах. Так, первый раунд. Теперь надо погреться, а потом еще пойти. Это называется зимние забавы по-танюхински. О, классно как. Вся в снегу. Ой. Здорово. Обожаю, обожаю.
Просто я в восторге. Снег, это, конечно, это счастье. Вот это забавы. Вот это восторг. Особенно последний душ. Дерево так трухануло. Кайф. О, вот это кайф. Вот это эмоции. Но надо, конечно, сразу одеться. Фу, я тут резко поснимала все. Кайф, кайф, кайф. Просто кайф. Ой. Обожаю устраивать такие развлечения снежные. Это так здорово. Такие эмоции, такие ощущения. Довольно острые. Кстати, я сейчас снимаю буквально выпуск за выпуском. И поэтому еще раз вам напоминаю о Бусти, потому что там все эти выпуски выходят на неделю, иногда на 2 раньше. Ну все, накупалась, в снегу нанырялась. Жаль, нету таких сугробов, в которые можно было бы прям с разбегу прыгать. А так в основном, конечно, трясти деревья. Ой, а как сразу тепло. Вначале, когда вот так снегом обтираешься, оно ж так холодит. И одновременно как бы жар такой ощущается. Ой, а ну печка вообще классно оделась. Здорово. В общем, надо доесть мой суп-пюре. Сделать еще чая. Печка шпарит. Думаю, все быстро очень нагреется. О! Почти растаяла бутыль. Как же хорошо, какая бодрость духа. Какие приятные ощущения мощные. Просто счастье. Нагрелась, наверное. Готовила ровно 2 порции супа. Вот на обед одну съела. И вот сейчас на ужин. Будет хорошо. Суп реально вкусный получился. В общем-то, всем приятного аппетита. И с этими купаниями, ныряниями снежными забыла очки на улице. Я их отложила, чтобы не намочить, не заляпать. Забыла. А идти за ними лень. Попробую без очков. Хотя без очков чувствую себя так неуверенно. Все такое расплывшееся. Ну, ладно, справлюсь как-нибудь. Чайник, как всегда, очень быстро закипел. Кстати, сейчас печка прям вот начала лучше гореть, чем днем.
Замечательно. О, вот надо поснимать. Из дверки огонь. Без дверки огонь. Какая мощь. Красота. Шар такой. Итак, в очередной раз набив пузика, я созрела еще с вами немножко поговорить. Так, залезу на кроватку с ножками. Хочу поделиться своими личными наработками общения с животными. В общем-то, учиться общению с животными я начала с собаками. В детстве я собак вообще не боялась. Я их кормила, они за мной бегали, вообще никогда не боялась, ни больших, ни маленьких. У меня не было страха перед собаками совсем. А потом, когда мне было лет 16, я как-то бесстрашно шла по двору между пятиэтажками, такой общий дворик. Там бегало много собак. Я никогда собак не воспринимала как врагов. И шла. Слышу, они гавкают. Но я не придала этому значению, но гавкают и гавкают. А собачки не просто так гавкали, они подбежали ко мне и цапнули меня за ногу. Ну, собачка одна цапнула. И вот с этого момента у меня отношение к собакам быстро поменялось. Я стала их бояться. И укусила-то не сильно меня эта собака, но вот у меня появился страх. И после этого что начало происходить? Стоило мне выйти на улицу, куда-то идти, откуда ни возьмись, брались собаки. И большие, и маленькие. И они на меня рычали, гавкали, они бросались на меня. То есть, как только появился у меня страх, сразу появились вот эти ситуации, когда снова и снова меня атаковали собаки. Я всегда таким холодным потом обливалась, ужас меня охватывал. Но даже в эти моменты я понимала, что с собаками нужно общаться, но у меня не было уверенности. А потом у нас появился собачонок, Динго. Совершенно шикарная собачонка. Пока он был маленький, я с ним игралась, засовывала ему руку в пасть, там, позволяла ему себя кусать. И вот, общаясь с этим собачонком, с Динго, я начала постепенно избавляться от страха собак. Я начинала как-то вот их понимать. И потом я стала практиковать то, что я вот поняла вообще, через общение с Динго. И в следующий раз, когда я шла по улице, и на меня снова набросилась собака. Ну как набросилась? Бежит с гавканьем, рычит. Вот эти зубы я прям вижу в этой пасти. Слюной брызжет от злости. А я останавливаюсь и начинаю с ней общаться. Это у меня сейчас такая тактика. Когда ко мне бежит агрессивная собака, я останавливаюсь, смотрю на нее и начинаю общаться мягким, добрым голосом. Ну, говорю что-то в таком духе. Ну, что ты лаешь? Тебе что, делать нечего? Вот я вот шла, а ты вот лаешь. Ты что, самая злая собака? Или ты тут что-то охраняешь? И начинают с ней говорить таким вот голосом. И какая бы ни была агрессивная собака, поверьте мне, большие собаки на меня так бежали, маленькие, бежали целыми стаями. И со всеми я начинала просто разговаривать. Если много собак, говорят, ну вот какие вы тут злые собаки, и что вы вот гавкаете, я вам что-то сделала. Вот бегите домой, у вас же есть дела, занимайтесь своими делами. И вот там с ними разговариваю. И собаки вначале гав, агрессивно. А потом раз, меньше. А я продолжаю разговаривать. Но тут еще один важный момент. Собака, если она хочет на тебя напасть, она будет пытаться тебя обижать и напасть сзади. Это практически всегда они так делают. И вот за этим надо следить. Не позволять собаке забежать за спину. То есть всегда держать так, если она разворачивается, и ты разворачиваешься. Если много собак, тоже стараешься как-то так, чтобы они все держать во внимании именно ту собаку, которая пытается забежать тебе за спину. И продолжать разговаривать. То есть наблюдаешь, чтобы ни в коем случае собака не оказалась за спиной, и продолжаешь разговаривать. И обязательно никогда, ни в коем случае нельзя поворачиваться к собаке спиной, и ни в коем случае нельзя пытаться убежать. Ни в коем случае. Вот это все. Это для них сигнал в атаку. Поэтому только спокойный голос. И потом
Из диких животных с кем я общалась? Это с кабаном общалась также. Он меня понял, я с ним общалась. Но, правда, я там на таком странном языке утють. И общалась с енотами. Еноты, ну, конечно, это не те дикие животные, которых как-то там... Их можно бояться только в плане, что они сожрут твою еду, прогрызут твою палатку. У нас такой опыт есть, когда енот прогрыз палатку. Прогрызут рюкзак, да, и вот рюкзак Жеки енот прогрыз. Вот, с ними можно общаться, но они, правда, как-то и не обращают внимания на твой голос. Занимаются своими делами, ты там им говори, не говори. Ну, есть, конечно, дикие полностью еноты, те убегают. Я видела семейку енотов в Краснодарском крае. С ними я начала что-то там говорить, а они сразу там по деревьям текать. То были абсолютно дикие еноты, не прикормленные, не приученные к людям, то есть незнакомые с людьми. Вот я полагаю, что и с волками, и с шакалами тоже можно примерно так же вести себя, если вдруг произойдет встреча. То есть стараться общаться, ни в коем случае не убегать, не поворачиваться спиной, стараться общаться. И то, что все эти животные на самом деле слушают человеческий язык, человеческую речь. Ну, не то, что там они понимают слова, но сам голос, каким ты голосом говоришь, чтобы не нервный, не злой, не агрессивный. Вот именно спокойный голос на них благотворно влияет. Это мой личный опыт. Вот я решила им с вами поделиться. Ну, а сегодня я провела просто шикарный день в домике. Я насладилась снегом, я столько бегала, снимала. Ну, конечно, все кадры в фильм не пойдут, просто это будет нудно. Я снимаю этот домик, я снимаю этот снег. Ну, наснимала очень много кадров. Самые красивые, конечно, постараюсь вставить в фильм. Получила массу снежного удовольствия. Насладилась его обжигающим холодом. Это так классно. Сегодня я не буду ночевать, я без ночевки. Сейчас я все соберу, все вещи. И потихоньку пойду домой. Почему не буду ночевать? Ну, потому что у меня, в общем-то, дрова закончились. Буквально такая хапочка осталась. Там несколько дровяняк и тут. Ну, на ночь их никак не хватит. На часов 5, наверное, еще хватит дров. То есть на какой-то выход вот такой однодневный еще хватит дров, но не на ночевку. Топить всю ночь нет. В общем, надо заготавливать опять дрова. Но это уже когда снег сойдет. А снег обещает скоро сойти. Я надеюсь, этот прогноз не сбудется. Нам на февраль обещают там +9. Какой ужас. Что за зима? Причем и декабрь, январь такая температура была по +9. Кстати, этот выпуск я снимаю сегодня 28 января. А выйдет он, наверное, в конце февраля, где-то там. Но это я так предполагаю. То есть я снимаю на опережение, и у меня скапливаются фильмы, и я потом их вот выкладываю. У меня там фильмы еще про сплав по Дону скопились, про поход нас с Жекой вдоль моря. Может, к этому времени что-то опубликовала уже, а может нет, даже не знаю. То есть это сейчас я запись в будущее делаю. Вот так. Я очень довольна сегодняшним выходом, набегалась, нарадовалась. Ну, пожалуй, на этом все. Чего же тут говорить? Сколько вообще можно говорить, Танюха? Говоришь и говоришь. Пожалуй, на этом все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, друзья.